Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я делаю вкуснейший торт с яблочной прослойкой, очень такой богатой, легкой в то же время по вкусу и корицей. Конечно, это же классика жанра, корица и яблоко всегда нравится всем. Съедается такой торт мгновенно. Здесь у меня бисквит, который я выпекала в предыдущем видео на 26 сантиметров, который получается всегда ровным, без горки. И на молоке, там буквально чуть-чуть молока со вкусом классического бисквита. Вот так ровно он нарезается. В данном видео я буду использовать только 2 коржа. Я выпекала предварительно 2 таких бисквита. 4 коржа я взяла на предыдущий торт в виде домика, я его делала зимнего, есть тоже видео на моем канале. И 2 коржа я взяла на данный торт. Ссылку на подробнейшее видео по бисквиту я оставлю вам в описании под данным видео. Здесь на 2 коржа нам понадобится всего лишь 4 яйца. И в форме 26 сантиметров будет выпекаться буквально 30 минут. Итак, теперь с бисквитом, я думаю, будет понятно, когда посмотрите видео. Я приготовлю яблочную прослойку. Здесь у меня уже порезанных, очищенных яблок 800 грамм. Примерно килограмм 100 яблок потребуется. Здесь у меня также литр яблочного сока, 150 грамм сахара и 110 грамм кукурузного крахмала и 2 пакетика ванильного сахара. Сейчас я буду делать яблочный кисель, скажем так. Простыми словами назовем его как яблочный кисель, очень такой плотный. 2/3 яблочного сока, у меня обычный покупной из пачки магазинный сок, вы же можете и домашний брать. Я вливаю в яблоки, и 350 мл сока у меня остается, я смешаю сейчас его с кукурузным крахмалом. Вы также можете брать картофельный и просто уваривать его по инструкции на упаковке. Можете брать даже пудинг сухой, смесь для пудинга. Это тот же самый крахмал кукурузный, просто уже модифицированный, и он легче уваривается. Яблоки я довожу до кипения, яблоки с сахаром, я имею в виду, и с соком, и увариваю их я, в моем случае, на мой вкус, где-то минут 5. И они, видите, у меня уже так подварились. Если же вы не хотите такого эффекта, хотите, чтобы они были четкие, такие хрустящие, то минуты 2, не больше их уваривайте. Теперь я уже размешала всю эту массу с крахмалом. И внутри кастрюли, я сняла кастрюлю, естественно, с огня. Внутри кастрюли я просто помешиваю, вливаю туда всю крахмальную эту жидкость. Сейчас опять я ставлю все это на огонь, провариваю до закипания, и где-то после закипания минуту, максимум 2 я еще поварю. Это все, чтобы масса очень сильно загустела и она станет прозрачной и светлой. Вы же смотрите по инструкции на упаковке вашего крахмала, если вы картофельный будете использовать, либо же смесь для пудинга. Видите, вот так она густеет сразу, и постоянно помешиваем, конечно, на умеренном огне я это делаю. Идут такие активные бульки из смеси, и смесь становится прозрачной. В моем же случае она не настолько прозрачная, потому что яблоки уже выделили вот это пюре из себя, потому что я уваривала их так основательно. Но еще все равно они держат форму. Просто я так люблю, вот, допустим, в данном торте. Теперь я ничего не переливаю никуда, я сразу собираю с этим торт, пока смесь еще горячая. Бисквит мне потребуется, как я уже сказала, 2 коржа. Тот корж, на котором я выпекала, который был дном при выпекании, я также и использую как дно у данного торта. Потому что выливать мы будем, по сути, практически 2 литра вот этой жидкости крахмально-яблочной и вот этого киселя яблочного. И, конечно же, на дно корж должен быть очень таким устойчивым. Я ни в коем случае не пропитываю этот корж здесь, потому что корж и сам по себе выпекается достаточно влажным. И плюс вот эта вот влажная у нас прослойка будет огромная. Но она очень вкусная, очень хорошо будет нарезаться.
Крахмала здесь я не советую убавлять. Если у вас слабоватый крахмал, вы лучше его добавьте на 10 грамм, если вы уже готовили ранее блюдо с этим, именно вот от данного производителя, который вы используете, и вам он показался слабеньким, еще тогда на 10 грамм добавьте. Лопаткой просто силиконовой разравниваю, чтобы корж у нас лег ровно. И сразу же, пока еще вся эта смесь горячая, ни в коем случае не даю ничему остывать, сразу накрываю вторым коржом. Иначе второй корж просто не схватится у нас с этой яблочной основой. И при нарезании будут проблемы, вот этот верхний корж, он просто будет отслаиваться. А когда на горячую основу кладем, тогда ничего отслаиваться не будет. Вот это очень такое важное замечание, обязательно его соблюдайте. Сразу же накрываю пищевой пленкой в контакт и убираю в таком виде в холодильник хотя бы на 4 часа. Лучше, конечно, на ночь. Прошла у меня ночь, и я теперь взбиваю крем. Здесь у меня 300 мл сливок 33%, очень хорошо охлажденных, 2 пакетика ванильного сахара, 150 грамм творожно-сливочного сыра, типа Хохланд, Альметте, вот такого сыра. Можете маскарпоне взять. И просто взбиваю на малых оборотах, начинаю взбивать. И здесь у меня 50 грамм сахарной пудры. Сахарную пудру вы добавляете по своему вкусу. Здесь я знаю, что даже кто-то вообще ее не добавляет. Просто на это количество сливок использует 2 пакетика ванильного сахара. Но на мой вкус это не так сладко будет и не так вкусно. И ложка чайной без горки корицы у меня здесь. Корица у меня ароматная. Я добавлю потом в конце уже. Сливки сейчас взбиваются, вот они уже у меня практически взбиты, еще не до конца взбиты, чтобы их уже как бы не перебить, эти сливки, я добавляю уже весь творожно-сливочный сыр. Вы же можете и Филадельфию здесь использовать. Если вам нужен более бюджетный крем, который хорошо будет сочетаться с этим тортом, сварите просто на пару белков белково-заварной крем. И у вас будет тоже очень вкусный торт, супер низкокалорийный и очень-очень вкусный. Но я люблю именно со сливками данный торт. И корицу я добавила уже под самый конец. Просто перемешиваю все это еще раз лопаткой. Крем немножко темнеет от добавления корицы. Вы также можете шоколад добавить туда, просто какао-ложечку, если вы не любите корицу. Ну, классика жанра, это, конечно же, с корицей такой торт. Аккуратно вот так снимаю кондитерское кольцо. Превосходно снимается оно, здесь никаких приспособлений не нужно. Корж у меня очень устойчивый, он никуда не колышется. И я сейчас наношу из кондитерского мешка весь крем. Этого крема как раз достаточно, чтобы вот так вот сантиметра в 1,5-2 покрыть торт данного диаметра. Еще раз повторяю, что торт у меня 26 сантиметров в диаметре. Просто разравниваю это шпателем обычным кондитерским, и в принципе торт у меня уже готов. Готовится он очень просто, этот торт, но съедается он мгновенно, потому что торт действительно очень вкусный и подойдет на большую компанию. Я обильно посыпаю его корицей. Корицы я здесь использую где-то столовую ложку, и во вкусе она не будет так сильно чувствоваться, потому что она сверху у нас посыпана. Это кто любит корицу, как вот я ее люблю. Вы же можете посыпать какао, можете посыпать сахарной пудрой, можете посыпать крупным кристаллическим сахаром. Все на ваш вкус. Здесь просто как одна из идей я вам так вот даю. Украшаю просто корицей. И сейчас покажу вам, как этот торт будет нарезаться. Нарезается он превосходно. Слои эти не отслаиваются друг от друга, потому что в горячем виде все это мы с вами собирали. И сейчас покажу, как он на разрезе выглядит. Разрез у него идеальный. И буквально я даже не давала здесь особо застыть этим сливкам. Видите? Вот так вот хорошо он идеально держится, потому что, еще раз повторяю, обязательно собирайте все эти коржи в горячем виде. И вот такой разрез у нас получается. Очень много яблок и очень легкий торт. Если нужен еще легче, еще бюджетней, как я уже сказала, делайте просто с белково-заварным кремом тогда. Я очень надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.